Занятие четвертое – ответственность за себя. Мы с вами говорили, что ответственность – это один из ключевых принципов. Там, где ответственности нет, результата быть не может. Да, в принципе, не может быть результата. Да, предположим, ну, неважно, как бы безответственный человек, он всю жизнь может обвинять, ну, неважно кого, Бога, правительство, родителей, еще кого-то, он может обвинять, вот что он делает? Обвиняет, оправдывается, обвиняет, оправдывается, что происходит? Ну, соответствующие силы разворачиваются, дают ему пилюлю. Раз подзатыльник, два подзатыльник, три пошли опускать по уровню вниз, да? То есть человек может, конечно, обвинять, но ничего ж не происходит хорошего. Он сливает энергию, он настраивает против себя окружающий мир. Да, ну почему? Он глупый. Да, потому что глупый человек принимает глупые решения. Он безответственный. Как поступает ответственный человек? Вот все, что есть, хорошее, плохое, это условия для решения задачи. Что такое ответственность? Ага, я изучаю условия. Раз. Я перебираю все возможные варианты. Для чего? Для того, чтобы найти ответы, да, решения, цели лучшие из возможных, планы лучшие из возможных, решения, конкретные действия лучшие из возможных. То есть ответственный человек решает задачу. Но сильный человек, у которого есть вменяемая цель, он готов за нее сражаться. Да, он понимает, что будет непросто. А кому просто? Ну, кому просто? Он понимает, что за свою цель нужно сражаться, да, и в основном-то нужно побеждать себя. Да, потому что в конечном итоге все выглядит очень просто. Ты умный и сильный, значит, ты можешь. Если ты достаточно умный, достаточно сильный для достижения конкретной цели, ты можешь ее достичь. Если у тебя не хватает ума и силы, ты не сможешь ее достичь. Поэтому, чтобы увеличивать свои возможности, да, ты и растешь. Да, вот ответственность. Почему человек без ответственности за себя не может достичь успеха? Да, потому что, сталкиваясь с какой-то новой задачей, вот, а что я могу сделать? Что такое безответственность? Я не могу, не хочу и не буду. И вместо всего, что нужно для успеха, я знаю, кого обвинять. Да? Гордыня человека безответственного, он знает, кого обвинить. Да, вот это единственное, что он знает, или основное, что он знает. Да? А ответственность предполагает как бы совершенно другое. Если раскладку делать по уровням, то здесь картинка очень простая. Первый уровень развития человека, ну, практически неизменяем. Да, он становится, может быть, немножко лучше, если там ходит в церковь, но, в принципе, он не изменяет. Второй уровень – это личностный рост. Да. Человек ставит перед собой цель, и он готов, ну, понятно, что второй уровень – это от начала до конца, но это очень большая разница, да, по ступенькам ума, силы, достижений, доходов, судьбы, ну, в среднем. Он готов изменять внешние обстоятельства и себя вот вовне. Лучше выглядеть, там, ставить речь, да, он готов работать с психологией, он понимает, что это влияет, да, то ли ты доброжелательный, и ты отвечаешь за свои слова, то ли ты недоброжелательный, ты не держишь слова, ты грубишь, ну, кто что будет иметь дело. Да, поэтому человек ставит внешнюю форму. Развитие на втором уровне – это постановка внешней подачи, так, чтобы это приносило благо. Да, развитие на третьем уровне – мало внешнего, нужно внутреннего, да, потому что, скажем, влияние на аудиторию – это что? Какова твоя вера и какую энергию ты проводишь через себя? Да? Какой силой ты обладаешь? Для этого нужно поднимать все качества, там, и бесстрашие, и так далее. Поэтому третий уровень – его цель изменения. Четвертый уровень и выше – его цель, ну, все до идеала, все до совершенства. Все. Все проблемы должны быть изничтожены, да, все достоинства должны быть реализованы. И так по ступенькам роста вверх. Да, поэтому легко понять мышление, на каком уровне находится ваше. Да. Защита внешних изменений. Да, это второй уровень, не зачет. Да, блокировка изменений вовне. Внутренних, значит, третий не зачет. Неизменяемость – это программа первого уровня. Ему тяжело, у него не хватает знаний. Да, не хватает знаний, не хватает возможностей. Поэтому программы по развитию выглядят вот так. Второй – внешнее, третий – внутреннее. Все к идеалу, четвертое – выше.
Противоположные программы, мы их озвучили. Изменение, устранение проблем заблокировано, идет защита проблемы, оправдание проблем. Улучшение, да, рост возможностей, улучшение качества, да, быть человеком высокого качества, программа заблокирована. Есть оправдание, программа самооправдания, обвинение. И есть еще такое, как вообще непонимание, что, для чего, как, пусто, да, вот у человека, скажем, ну, не знает, как работает сознание, да, и многих вопросов не знает, он думать об этом не может. У него просто пусто. Итак, в целом по уровням это выглядит таким-то образом. Соответственно, ответственность за себя выглядит как? Человек принимает, да, что, по крайней мере, он принимает? Достижение совершенства, да, то есть устранение всех проблем, раскрытие своего потенциала. Да. Является ли это волей Бога? Да, является. Это воля Бога. Необходимо ли это для того, чтобы судьба была классная? Ну, конечно, необходимо. Да, потому что если человек, скажем, нервный, скандальный, ну что будет? Да, у него будут конфликты везде. Если ты спокойный, доброжелательный, этичный, ты изучаешь, как общаться с людьми, у тебя будут классные взаимоотношения. Да? Если ты вкладываешь в себя, и цель, максимальная энергия, у тебя будет море энергии, хорошее настроение, ты можешь идти по жизни быстро, думать быстро. Если ты не вкладываешь в себя, будут слабые или среднестатистические результаты. Открываем интернет, читаем среднестатистические результаты. Сколько живет человек, сколько болеет. Какова его производительность. Да? Все, кто достигает чего-то значимого, они себя прокачивают постоянно. Да? Они должны это делать. Иначе они не успевают держать высокий темпоритм. На каждом уровне возможностей свой темпоритм. Поэтому ответственность в соответствии с волей Бога, да, для того, чтобы она была реализована, для того, чтобы, ну это как бы высшая, да, составляющая, это предназначение человека, для того, чтобы можно было бы достигать высоких результатов, да, по жизни, чтобы судьба была классная, чтобы успех был, чтобы счастье было. Да, как выражается ответственность человека в развитии? Да, человек ставит цель изменять себя к лучшему. Все, что мешает, за борт, все, что необходимо, формируем. Да, в конечном итоге, если человек позитивен относительно себя, а позитивен относительно себя, он желает себе блага. Если он не желает себе блага, то по отношению к себе у него нет позитивных, достаточных, сильных мотивов. И из этого следует недостаточные действия. Да? Поэтому если человек позитивен, он понимает, за себя нужно брать ответственность и достигать классных результатов. Да? Это ответственность за себя. Все проблемы, или, по крайней мере, на начальном этапе, что мешает достижению конкретных целей, то есть, что тебе мешает жить, что тебе мешает себя классно чувствовать. Да, вот ответственный человек говорит, ну это все нужно убрать. Безответственный человек говорит, прошу в этом винить там, родителей, телевизор, президента, ну еще кого-либо. Ответственный человек говорит, это твоя задача, изменить себя к лучшему. Да? Вот задача лично для себя это решение принять, никого не обвинять. Да, когда же вы подходите ответственно, вы думаете, что я могу и должен сделать, да, чтобы это было лучшее из возможных. Да, лучшая судьба, лучшие цели, лучшие планы, лучшие решения, лучшие действия, лучшие результаты. Понятно, что сразу не получится, ни у кого сразу не получается. Дальше. В конечном итоге ответственность за себя – это развитие. Если человек идет по пути развития, то есть изменяет себя к лучшему, у него есть ответственность за себя. Если он старается, опять же, там, поддерживать там, свой имидж, да, управлять собой, это ответственность за себя. Он никого не обвиняет, он старается достигать классных результатов.